Приветствуем вас в залах Хлебного дома, музея-заповедника Царицына, где развернута новая выставка, которая рассказывает о галантном веке. Выставка развернута в Хлебном доме, построенном во второй половине XVIII века, когда во Франции правил Людовик XVI. На выставке представлены портреты, предметы декоративно-прикладного искусства, гравюры. Это экспонаты одного времени, и они раскрывают стиль эпохи Людовика XVI. Перед нами портреты XVIII века, на которых изображены представители русской знати. Они жили в соответствии со стилем своего времени. Мы видим образы утонченных и изящных дам. У них высокие пудренные прически, затянутые в корсеты фигуры. Их шелковые платья украшены вышивкой и тонким кружевом. Такими же изысканными и утонченными выглядят кавалеры. Мужская мода галантного века во всем стремится подражать женской. Ткани, как в женском, так и в мужском костюме, были нежных пастельных тонов. Мужской костюм, как и женский, обильно украшался воланами, пуговицами, лентами. Мужчины носили белоснежные рубашки с кружевными жабо и шейными платками. Несомненно, герои этих портретов следили за модой. Ее новинки появлялись в Париже, и о них можно было узнать из модных альбомов, которые привозили в Россию из Европы. Одно из таких изданий представлено в центральной витрине зала. Это собрание гравюр с обширным комментарием Никола Ретифа де Лабретона. Книга издана в 1789 году в Германии, а форты являются главным экспонатом нашей выставки. Исторические предметы в витринах иллюстрируют графические сюжеты. Например, стол-консоль в витрине. Стол строгой прямоугольной формы имеет мраморную столешницу. Позолоченные бронзовые накладки в виде цветочных гирлянд, овальных розеток. Сочетание белого и золотого характерно для стиля Людовика XVI. Самая популярная форма – овал. Благородная простота и в то же время изысканный декор отличают мебель конца XVIII века. Скульптура – неотъемлемая часть стиля Людовика XVI. Это пластика малых форм, камерная по содержанию. Сюжеты и их герои – маленькие амуры из античной мифологии. Амуры забавны и игривы, с безукоризненным мастерством исполнены детские фигуры, немного неуклюжие и неловкие, но быстрые и легкие в движении. Амур – иносказательный символ любви. Он посылает стрелы в сердце, чтобы зажечь в нем любовь. Аллегоричность и игривость сюжета типична для искусства второй половины XVIII века. Тема зала – «Утро Франта». Последняя треть XVIII века – время особенного интереса к частной жизни. На гравюре по рисунку Моро-младшего «Подъем ото сна» изображено утро молодого аристократа. Камердинер помогает кавалеру надевать чулок. Галантерейщица предлагает ему выбрать банты для шпаги. Исторические предметы в этом зале иллюстрируют сюжет афорта. В витрине слева находится шелковый чулок с тонкой изящной вышивкой. Чулки были обязательной частью мужского и женского гардероба. Фарфоровый сервиз для завтрака «Дежене» украшен изображениями жанровых сцен, характерных для галантного века, дамы и кавалеры на лоне природы. В состав сервиза входило то количество предметов, которое могло разместиться на подносе. Атласный кошелек украшен вышивкой и воспроизводит технику гравюры. Светские рукодельницы изготавливали подобные вещицы для подарка. Их декор – это способ выразить свои чувства, показать изящный вкус и мастерство вышивальщицы. Перед нами изящный золотой предмет французской работы – сургучница, украшена цветной эмалью и чеканкой. Художественные предметы, наполнявшие светский интерьер, были изысканными и изящными. Такова бронзовая статуэтка левретки. К данной породе собак питали любовь Людовик XVI, Фридрих II и Екатерина II. На гравюре «Утренний малый туалет» изображен молодой кавалер, рассматривающий фалды и вышивку на новом кафтане.
Другие атрибуты, необходимые аристократу, представлены в следующей витрине. Внутри Несессера 2 флакона для ароматов, миниатюрная серебряная воронка для наливания духов, карне с пластинами слоновой кожи, на которых писали карандашом. Футляр для помады французской работы выполнен из трехцветного золота. На пятачке футляра вырезана личная печать владелицы или владельца. Футляром можно было воспользоваться для опечатывания корреспонденции. На гравюре «Парадный туалет» показано завершение парадного туалета вельможи, который предстает перед зрителями во всем блеске парадного костюма. Похожий мужской костюм представлен в витрине. Он состоит из кафтана, камзола и кюлот. К такому костюму полагались белые чулки и башмаки с пряжками. Предметы интерьерного уголка соответствуют тем, что изображены на гравюре. Камин, главный источник тепла, был центральным элементом интерьера. Убранство камина состояло из нескольких предметов. Внутри условного камина подставки для дров, таганы, на каминной полке бронзовые часы, фарфоровые вазочки, канделябры. Автор представленной модели канделябров – Фальконе, скульптор, создавший памятник Петру I в Санкт-Петербурге. Корпус каминных часов украшен аллегорической композицией. Амур ведет под усы коня. Форма и декор постамента, вот эти вьющиеся листья, соответствуют эпохе галантного века. Классицистические детали, уравновешенное расположение фигур, черты более позднего искусства. Такое смешение традиций свойственно стилю Людовика XVI. В витрине справа находятся ручные экраны, при помощи которых можно было защитить лицо от каминного жара. Подобный экран у дамы на гравюре. Экран имеет фигурную форму. В центре изображена горожанка в платье с передником. Сюжеты такой росписи были разнообразными. Французской разновидностью каминного тагана были шинеты. Такие подставки для дров оформляли разнообразными мифологическими, аллегорическими и орнаментальными сюжетами. На гравюре «Полное согласие» изображена музицирующая пара. Моро изображает игру на арфе. Это продиктовано модой. Арфа напоминала об античной лире. Была доступна лишь самым состоятельным. В углу на специальной банкетке сидит собачка. Борзые, в частности левретки, были традиционно популярны среди аристократии. Фарфоровая статуэтка «Добрая мать» изображает молодую даму в домашнем платье с оборками. Дама расположилась в кресле, а рядом с ней резвится мальчик, одетый в соответствии с правилами взрослой моды. О том, что материнство стало модным, напоминает сюжет гравюры. Я считаю это счастливым предзнаменованием. Будущие родители покупают приданное своему ребенку. Детское приданное, состоящее из многих предметов, в аристократических семьях заказывалось у лучших портных и было частью мира моды. Сюжет другой гравюры связан с первым известием о беременности, сообщение о беременности. Дама принимает доктора. Его главный опознавательный атрибут – трость с загнутым навершием. В витрине видим матине. Это дамская утренняя домашняя одежда свободного покроя. Дамские туфли, изготовленные в Англии. Кожа, лайка, холст, шерстяная ткань, шелковая лента – это все ручная сборка. Кульминацией цикла гравюр, которые посвящены материнству, является сюжет радости материнства. Младенец, не стесненный пеленками, свободно играет на руках матери. Ее грудь обнажена после грудного вскармливания, которое тоже стало модным. В зале представлены бронзовые воспроизведения двух самых знаменитых детских портретов эпохи Просвещения. Бронзовые детские портреты художника Гудона стали своего рода символом сентиментализма XVIII века. Одежда детей стала проще и удобнее, однако в подростковом возрасте их начинали одевать по всем канонам взрослой моды. И это можно увидеть на гравюре Моро «Маленькие кумовья». Ответственная взрослая задача, возложенная на подростков, потребовала соответствующей одежды. Примером бытового жанра в изобразительном искусстве XVIII века может служить скульптура
скульптурная группа из бисквита «Туалет дамы». Мы видим молодую женщину, одетую в роскошное утреннее платье. Модный парикмахер занят созданием сложной прически. Рядом находится кавалер, которого удостоили чести присутствовать при туалете аристократки. Светские обязанности было принято сочетать с хлопотами по хозяйству и воспитанием детей. Неотъемлемой частью придворной жизни XVIII века были прогулки на лошадях. Перед нами конский убор, оголовь с мундштуком и удилами предназначалось для управления верховой лошадью. При украшении предметов конской упряжи использовались чеканка, гравировка, литье, позолота и вышивка. На шпалере проводы фермера мы видим модное стремление к естественности, к природе, сельской жизни. Гравюра «Господин в гостях у своего фермера». И другая гравюра «Истинное счастье». Герои этих изображений – зажиточные крестьяне. Сельская жизнь не кажется низкой, грязной или недостойной, но в целом знакомство аристократов с миром деревни было поверхностным, игровым и ограничивалось прогулками и выездами на охоту. Духом игры пронизан резной орнамент тульского охотничьего ружья с ударно-кремневым замком. Изображение вооруженного всадника, воинских трофеев, птиц, маскаронов, раковин и все это в обрамлении растительных завитков. Тульские мастера в качестве образцов использовали французские гравировальные альбомы, предоставлявшие различные орнаментальные решения для декора огнестрельного оружия. Для обучения лошадей в манеже использовали в том числе и бичи. Бич в витрине изготовлен в России во второй половине XVIII века. На статуэтке Венской фарфоровой мануфактуры можно увидеть, как выглядели охотницы. Юбка на фижмах, короткий жилет, шапочка с козырьком, подражание мужскому костюму – это популярная тенденция женской моды XVIII века. Такие костюмы получили название «Амазонка» по имени древних воительниц. Тема зала в обществе – игра в карты или рукоделие, популярные светские развлечения второй половины XVIII века. На гравюре Моро «Не бойтесь, мой дружок» изображен будуар. Собравшиеся гости заняты беседой. Дама, сидящая справа, держит в руке челнок. У нее на коленях рамка для ажурного плетения и катушка ниток. На столике в центре клубок и ножницы. Такие столики предназначались для ручной работы. Столешница небольшого столика напоминает форму баба. От этого сходства название «бобик». Вероятно, дружеский подарок, о котором напоминает надпись в центре столешницы. К столику прикреплена маленькая швейка в виде шкатулки. Она предназначена для предметов, необходимых для шитья. Другой столик в этом зале ломберный, предназначен для карточной игры. На разложенных картах персонажи из драм Уильяма Шекспира. Каждая масть соответствует одной пьесе. Карточные игры очень популярны в XVIII веке. Они являлись средством спасения от скуки, страстью, способом обогатиться. Изображены 4 игрока и 2 зрителя. Играют за ломберным столом, предназначенным для карточных игр. Светские развлечения сопровождались непременным застольем. Вошли в моду интимные ужины для узкого круга избранных лиц. На гравюре «Изысканный ужин» изображены 2 молодые пары. Вокруг центрального стола расставлены сервировочные столики с тарелками, ведерком для льда, рюмочной передачей. Мы видим сюрту де табле 3 грации кариатиды французской работы. Сюжет этой скульптурной композиции широко использовался в декоративно-прикладном искусстве и вполне соответствовал куртуазности XVIII века. Сама скульптурная композиция была вполне уместна в качестве настольного украшения небольшого круглого стола, предназначенного для легкого ужина в интимной обстановке. Тарелки из сервиза – листья капусты. Этот сервиз был приобретен для высочайшего двора обер-гофмаршалом Кириллом Александровичем Нарышкиным. Огород был не меньшей гордостью владельца, чем фруктовый сад или цветник. Капуста множества сортов пользовалась особой любовью. Некоторые виды специально завозились из Италии. Стилизованный капустный лист стал украшением многих сервизов. Главной составляющей жизни светского общества были прогулки в садах и парках. Тема зала – свидание в парке. Ветви и листья деревьев, садовая скамейка, пение птиц, оформление зала создает атмосферу парка. Вазы в форме кратера размещали в парках и дворцовых интерьерах. Грозящий Амур выполнил
по модели Этьена Мариса Фальконе на Северской французской мануфактуре. Да или нет? Сцена любовного признания в укромном уголке парка. Уединенность места тщательно спланирована. Растительность, окружающая героев сюжета, могла показаться естественной, но скульптура и цветочный вазон выдают ее рукотворность. Парадная одежда влюбленной пары придает сюжету гравюры некоторую театральность. Для повседневной прогулки в частном саду подошло бы более простое домашнее платье, такое, как представлено в витрине. Подол верхнего распашного платья с помощью специальных шнуров драпировался сзади, образуя 3 фестона поверх нижней юбки. Женские бюсты, представленные в зале, показывают, как выглядела светская дама. Терракотовый женский бюст – работы неизвестного художника XVIII века. Волосы дамы зачесаны назад, высоко взбиты, на затылке завитые локоны падают на шею. Справа еще один портрет из терракоты, созданный французским скульптором Симоном Луи Буазо. Это портрет великой княгини Марии Федоровны. Она изображена в парадном платье с низким вырезом. На голове великой княгини сложная прическа, которая включает локоны, ленты, перья и цветы. Похожие образы аристократок в парадных одеяниях представлены на гравюрах Моро. На афорте прощания изображено краткое пикантное мгновение, когда светская дама, ведомая мужем, проходит в театральную ложу. Она тайно подает руку для поцелуя ухажеру и демонстрирует зрителю роскошное французское платье. В XVIII веке посещение театра было светским событием, таким оно показано на гравюре. Разъезд из оперы. В центре композиции дама в величественном парадном платье из блестящей шелковой тафты. Аристократка подает веером тайный знак молодому своему поклоннику. Данная табакерка изготовлена во Франции, в Париже в конце XVIII века. В середине XVIII века увлечение нюхательным табаком было чрезвычайно распространено в светском обществе. Но табакерка в XVIII веке не только модный предмет придворного обихода, но и памятный подарок. На гравюрах «Монумент де костюм» мы видим французские модные образцы нарядов. Как платья выглядели в жизни, показано на манекене. Перед нами парадное платье из шелковой ткани конца XVIII века. Оно без вычурных украшений отвечает стремлением к простоте. Кафтан из дорогой бархатной ткани, украшенный богатой разноцветной вышивкой. Принято считать, что эти вещи принадлежали Григорию Александровичу Потемкину. Его гардероб в середине XIX века по распоряжению императора Николая I был передан в костюмерную часть императорских театров. Веер – обязательный атрибут светского выхода. При помощи веера можно было освежиться в душном помещении и подать тайный знак даме или кавалеру. Веер – предмет для флирта и изобретательных светских уловок. На веере «Алтарь любви» существует отверстие в экране с ажурными вставками из мелкой сетки, которые позволяли даме незаметно разглядывать всех присутствующих на приеме или на балу, пряча при этом свое лицо от посторонних взглядов. Гравюра изображает фрейлину королевы. Главное назначение этой гравюры – показать придворный костюм. Такие костюмы были консервативны, мало подвержены веяниям моды и оставались неизменными почти все столетие. Этот художественный феномен впервые представлен на выставке в России.